Всем привет! Сегодня снова с вами мы с Джимом. И сегодня будет рубрика «Волонтерское счастье». Сегодня я вам расскажу о пристройстве одной собаки и на фоне этого пристройства о так называемом братстве волонтерском. Да? Вот расскажу, какое это на самом деле братство и что оно из себя представляет. Всю подноготную выложу. Итак, дело было несколько лет назад. Была в то время у меня одна группа ВКонтакте. Но она сейчас есть. Я, кстати, наверное, ссылку прикручу в описании там или в первый комментарий куда-нибудь закрепленный. Куда-нибудь я ее засуну на эту группу. И среди вот этих вот подписчиков, да, была такая одна женщина из далекого-далекого города, в котором нет ни одного приюта. У этой женщины была тоже, в общем-то, подобранная собачка. И у них в городе появилась собака, в общем-то, звали ее Найда. То есть она была маламутка, причем, наверное, наполовину, как я подозреваю, потому что все-таки до размеров маламутки она, прямо скажем так, немного не дотягивала. Но это был еще щенок. И на тот момент, то есть, было несколько попыток у нас пристроить эту собаку. То есть, она пиарила ее у нас в группе, может быть, еще в каких-то группах, да, то есть, да не может быть, а точно совершенно она куда-то там закидывала эти посты, ей удавалось это сделать. Но, в общем-то, понимаете, на самом деле откликов было 0. И единственное, что было у нее наиболее эффективно, в общем-то, что ей повезло сделать, да, то есть, это она умудрилась ее пристроить, эту собачку, вот эту Найду, какой-то женщине. Но пристроила буквально на пару дней, потому что, как выяснилось, что собаку надо еще и кормить, собакой надо там гулять, собакой надо заниматься, а не просто привязала ее возле ворот и, в общем-то, и пусть охраняет, да, то есть, как бы, солнечным светом там, в общем-то, и поест, и попьет, и так далее, то есть, так не бывает. И вот таким вот образом, то есть женщина думала, что так, и, в общем-то, с негодованием вернула собаку, потому что, оказывается, надо кормить, нахрен бы надо, да. В общем, вернула собаку опять выпустили, потому что у себя ее та женщина оставить никак не могла. Вот, собаку опять выпустили, собака там, в общем-то, тусила и с какими-то местными бобиками, а там все собаки на самовыгуле, у них, надо сказать, может быть, не все, но большинство. То есть собак на самовыгуле, то есть, и она с ними, в общем-то, связалась, то есть попала в дурную компанию, скажем так, и они ее, чтобы, в общем-то, как-то и развлекаться, и плюс к тому, чтобы как-то выживать, научили, как, в общем-то, воровать цыплят, кур и так далее, то есть размеры ей уже позволяли, она уже была такой подросток, размеры ей позволяли это делать, этим заниматься. И поскольку деревенские жители, они, в общем-то, далеки от сострадания от какого-то, да, то есть, в общем-то, пригрозились отстрелить собаку, то есть, и, в общем-то, нужно было что-то делать. Пиар не давал никаких, в общем-то, плодов. Но, тем не менее, как еще по-другому пристроить собаку в городе, который там, в общем-то, за несколько тысяч километров, да, от Москвы, и, то есть, туда, в общем-то, ехать туда, да, за этой собакой, как ее еще пристроить, в общем-то. Пытались, пиарили, там и так, и сяк, в общем-то, и ногу на косяк, как говорится, да, в общем-то, пытались как-то, в общем, по-другому описывали, в общем-то, эту собаку, да, там, с более выгодных каких-то позиций, там, больше фотографий делала вот эта женщина. Но, тем не менее, все равно, то есть, все это было без толку, абсолютно без толку, к сожалению, ничего не помогало, ничего не получалось. И тут уже, в общем-то, ситуация была вообще патовая стала, потому что у этой Найды, у нее случилась первая течка. И тут же, в общем-то, тогда она жила там временно жила в каком-то дворе у какого-то мужика. И мужик тут же сказал: я ее сейчас выпущу нахрен, мне не нужно за воротами вот эта свора кобелей, да, которая пришла на собачью свадьбу. Все местные кобели вот эти самовыгула, они все приперлись, то есть, в общем-то, к Найде на свадьбу.
И он пригрозил выпустить ее. Ну, в общем-то, эта бедная женщина начала бегать там по всему этому городу. Причем у них есть какие-то волонтерские какие-то организации, там в каком-то там райцентре, там еще там где-то. И она пыталась через несколько этих организаций, в общем-то, как-то эту собаку тоже пристроить. Ничего не получалось. То есть у них не было мест ни на передержках, нигде, потому что приюта в городе просто нет. Ее бы в приют бы сдали, но приюта в городе просто нет. И, соответственно, что получилось? Одновременно, да, там, то есть вот какие-то люди откликнулись из города, из другого, из Екатеринбурга, которые, в общем-то, ну сколько там, 500, может быть, километров до него, да? То есть они, в общем-то, откликнулись, говорят, да, мы бы взяли, может быть, мы бы посмотрели на эту собачку, у нас уже есть несколько там подобранных собачек, кошечек, и мы бы еще бы одну взяли. Ну вот, и одновременно с этим вот эта вот ситуация с течкой, и одновременно с этим вот эти вот волонтеры говорят, ну, к которым она тоже обращалась, и они говорят, да, мы там подыскали место, но оно освободится там то ли через 2 недели, то ли через 3 недели. Мы ее туда вот засунем, мы там ее стерилизуем, мы там ее, в общем-то, прививки сделаем, и потом где-то там через месяц мы начнем искать ей дом, да, подыскивать. А я тем временем срочно, то есть пытался распихивать, почему я упомянул вот эту свою группу, да, от нечего делать, то есть я там ставил несколько раз в день, ставил какие-нибудь репосты с каких-то волонтерских групп, которые тоже, в общем-то, ну, обычно они при каких-нибудь приютах, да, там приют такой-то, да, там, то есть, например, приют Дубовой рощи, да, и, соответственно, я оттуда брал там пару-тройку, надергаю там, то есть поставлю, да. В следующий день я из другого приюта беру там, допустим, там Московская овчар-команда, даже не приют, а просто волонтерское движение, да, у них своя группа, то есть я из их группы надергиваю, просто никого не спросясь, просто, в общем-то, пиарил собачек, то есть, ну, просто надо же помогать, раз группа по собакам, да, то есть, в общем-то, почему бы и нет. И, соответственно, я решил по всем этим группам, в общем-то, пробомбить, то есть, из которых я пиарил тоже собак у себя в группе. Ну вот, и начал им бомбить, то есть, в общем-то, ну, описывал ситуацию, то есть, в личку, в группу, да, сообщение писал, и описывал, что, ребят, так и так, пожалуйста, вот, ну, поместите у себя объявление, ну, мало ли кто увидит, да, ну, понятно, что шансов очень мало, но, тем не менее, ну, что вам стоит, в общем, поместите, пожалуйста. Что вы думаете? Вот здесь вот проявилось то самое волонтерское братство. Что вы думаете, мне отвечали? В самом лучшем случае, нет, правда, надо сказать, что две группы, то есть одна разместила, вторая сказала, что она разместит, но, по-моему, там через неделю, что ли, как-то так. То есть, типа, поставили в очередь. Ну ладно, хотя бы так. Все остальные, а их было, наверное, 1-2 вот этих групп. В лучшем случае просто вот убирали, ну, из предложенных, да, там в предложенные кидаешь, там в личку кидаешь, что разместите, пожалуйста. Они просто отклоняли, то есть не публиковали. Это молча. Некоторые отписывались так, что мы пиарим только своих собак. Ваших мы пиарить даже и не будем. Ну, то есть, ну, какая тебе разница, да, в общем, ну, с другой стороны, ну, ладно, для меня это было немножечко, конечно, ну, я был готов к чему-то подобному, но я не думал, что такое огромное соотношение, да, что 90% групп мне откажут, 90% админов. Но это еще ладно, такие, в общем-то, отказы еще, ну ладно, я тоже, в общем, ну, хотя я им писал, что я-то ваших собачек, в общем, пиарю, ребят, но ладно, пишут, вы можете наших не пиарить, мы об этом не просили. А чем ты занимаешься? По-моему, не просила ты. Ну, понятно, что ты не просил. Ну, а чем ты занимаешься тогда? По-моему, самая высшая вот эта вот награда для волонтера, да, это пристроить собаку, потому что это лучшее, что может с собакой случиться. Но нет, в общем-то, нифига подобного. То есть я ошибался. То есть, ну, ладно, дальше идем.
самый апогей, что было, то есть это из нескольких групп, примерно из 5, наверное, примерно так, да. Но вот мне написали, знаете что? Мне написали: хорошо, мы разместим, стоит столько-то. То есть разместим мы за деньги. Я говорю: простите, но я же вас бесплатно, ваших собачек, пиарю. Ну, они говорят: ну а мы только за деньги чужих собак. Вот так, то есть собака чужая. То, что собака находится в беде, ну, понимаете, когда собака в приюте, ее пристраивают, да, худо-бедно все равно там ее хотя бы кормят, у нее есть крыша над головой, за ней есть какой-никакой там медицинский уход, да, там, то есть, в общем-то, ветеринар какой-нибудь есть в приюте. Худо-бедно приезжают волонтеры, там, пусть раз в неделю, но с ней гуляют, хоть что-то, да, ее пристраивают, ее посты где-то там висят, то есть, в общем-то, люди смотрят на ее фотографии, кому-то, может быть, приглянется. Но это хоть что-то, да, хоть какое-то движение есть. Ну, опять же, не у всех это, если собака волонтерская, но это отдельная песня. Но здесь, вы понимаете, ситуация патовая была, вообще патовая. То есть, как бы, если мы эту собаку быстренько не пристроим, то, в общем-то, собака погибнет. Это реально было так, то есть, это не то, что заберите, а то мы всех усыпим, или заберите, а то ее выбросят на улицу. Там, то есть это никакой не шантаж. Я сам такие объявления никогда просто-напросто отказываю, и все, никакого шантажа. А здесь реально просто она в подробностях все описала, что, ну, и к этому шло все, да, и вот когда вот эти вот куры и цыплята, которых Найда научилась воровать, то есть это уже стало, в общем-то, последней каплей, да, и не, последней каплей стала течка, но это, в общем-то, уже все, ситуация такая ужасная. И тут, значит, сработало вот какое-то из наших объявлений, то есть либо из моих, либо из ее, ну пусть будет из ее, да, ну вот, сработало, и вот эта вот семья из Екатеринбурга, они вдруг ей звонят и говорят: а вы знаете, а вот мы в вашем городе, мы тут были там, ну, по каким-то другим делам, да, и там где-то там, и сейчас проезжаем, в общем-то, в ваш город, да, там, так скажем. Давайте мы ее заберем. То есть, и она давай писать мне, строчить, а что делать-то? Я говорю: слушайте, а давайте однозначно, что... Ну вот там же волонтеры, которые там хотели, одни через 2 недели, другие через 2 месяца, там хотели ее забрать, искать ей дом. Я говорю: нахрен надо искать ей дом, если вот уже дом. Ну, как она потом написала, Владимир в корректной форме усомнился в моих умственных способностях. Ну вот. И, конечно же, этой семье из Екатеринбурга, этим славным ребятам, то есть, в общем-то, отловили эту собачку, потому что она на тот момент убежала там куда-то на лесопилку или с лесопилки, я уж не помню вот этих вот всех перипетий. То есть, ну, отловили ее и вручили этим ребятам, и они ее увезли в Екатеринбург, где она так с ними и проживает. И, в общем-то, радует их, и вот на фотографии их видно, какая это стала классная собака. Но это счастливая история. История с хэппи-эндом, можно сказать, да? Да не можно сказать, а так и есть. Потому что это хэппи-энд, то есть собака, в общем-то, в семье, собака довольна, все счастливы. Но, конечно же, вот этот вот осадок от вот этих вот волонтерских групп, что если хотите, да, то платите за ваше объявление. Ребят, ну, мне это дико, вот честно скажу. Ну, что еще вам сказать? Если вы считаете, что видео было интересным или полезным, как всегда, палец вверх. Если хотите видеть дальше видео про собак, то сегодня, вот видите, в кинологию никакого уклона не было. Но, тем не менее, это, да, это такая рубрика «Волонтерское счастье». Если хотите видеть подобные видео, то есть, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Если вам нужна консультация по воспитанию собаки, по коррекции поведения, если вам нужны занятия по дрессировке, пожалуйста, обращайтесь. Все мои контакты на сайте. Ссылка на сайт в описании. В описании в каждом видео это все есть. На сегодня это все.
Берегите себя и своих собак. Всем пока.